Всем привет! Сегодня хочу записать обзор на три события, которые у нас в игре сегодня запустились. Они не новые, поэтому краткий обзор об изменениях. Первое — это Верховная Дева. У нас в прошлый раз были изменения в лучшем герое, и потом жаловались игроки, они изменили, и, соответственно, сейчас тоже сразу же изменили задания, подняли количество роз. Это уже не выглядит так печально, как в прошлый раз выглядел изначально лучший герой. Итак, у нас, получается, идут задания события. Всего у нас здесь 6 заданий, из них 4 у нас на все событие, видите, здесь таймера нету, и 2 задания, они каждый день обновляются по новой. Соответственно, за вот эти вот легкие задания 4 мы можем получить за каждое по 160 роз и всего 640 роз. За обновляемое в день мы можем получить 5000 роз, что довольно-таки прилично. И тут надо подарить 4000 любой богине, любой нашей деве. Кроме того, у нас есть пакет в событии, который обновляется ежедневно. В нем мы можем выбрать себе итемы, которые нужно купить. И, соответственно, у нас будет пакет с этими итемами. Можно предположить, что, скорее всего, учитывая те итемы, которые здесь представлены, это наши будущие задания, которые обновляются ежедневно. То есть это вот у нас призывы сегодня нужно сделать призывы, завтра это будет ключ портала, послезавтра там на темные кристаллы что-то получение и так далее. То есть можно предположить, что что-то из этого будет в будущем. Поэтому советую пока, например, в магазине зверя звериный кристалл души не покупать, а подождать, когда это задание будет у нас в этом событии. Все остальное у нас осталось без изменений. Снизу у нас есть шкала наград, соответственно, за определенное количество подаренных роз мы получаем такие вот награды. В целом неплохо, бесплатно у нас получится не так много сделать, но тем не менее что-то как бы получим, да, тут и сокровища, и души зверя и так далее. У нас есть ежедневный рейтинг. Соответственно, каждый день по этому рейтингу мы будем получать вот такие вот награды. Но есть смысл в него пытаться попасть, если будете либо несколько дней делать топ-50, либо там сразу попадете один раз в топ-20 для того, чтобы получить как бы фрагменты замка девушек. Но, с другой стороны, это не новый скин, соответственно, в целом можно и пропустить, если кто-то не сильно донатит. Те, кто как бы планирует вкидываться в это событие, то рассмотрите это так, чтобы вы попали и получили эти награды. Лишними они как бы тоже не будут. То же самое у нас есть также у каждой девушки свой рейтинг, как это было ранее. И, соответственно, за награду рейтинга, что ж такое, мы тоже получим свои награды. У каждой девушки как бы свои рейтинговые награды. Кроме того, чемпионка, как обычно, у нас даст вот такие награды, но только в том случае, обратите внимание, если вы ей подарите более 18 тысяч роз. То есть количество увеличилось, но в целом это 3 дня выполнить задания, которые у нас здесь сбоку, даже, возможно, меньше. Это что касается этого ивента. Далее у нас запустили еще один ивент, аналогичный тому, что у нас было ранее. Это фестиваль цветения. Мы уже все с вами знакомы с такими линейками. Да, надо брать предыдущие задания и идти до конца, там, до следующих. Здесь у нас новая слава, танец бабочки. Соответственно, в конце не из дешевых, то есть опять очень дорогая. И, соответственно, другие линейки также представлены на экране. Вы можете выбрать себе сокровища, но, как видите, они не особо, я бы сказала, актуальные, либо интересные. Я играю физическими войсками, поэтому мах-атака мне не очень интересно. Но вот на урон, да, это более-менее еще прилично. Тут то же самое. То есть не сказать, что это прям приоритетное сокровище, но в целом лучше, чем ничего, но хотелось бы, конечно, получше. Вот здесь вот у нас немножко есть сетовых сокровищ, поэтому доходите сюда, берите здесь их. Вот. Что касается самого квеста, тоже ничего такого интересного и прям нового. Из игровых заданий у нас было только одно задание на сбор ресурсов, за что мы получили 40 роз. Все остальное это чисто донат. То есть донатите, получаете розы и, соответственно, можете
менять здесь в этой линейке. Как обычно, у нас есть 3 вида пакетов за $1, 3,5 по 3 шанса. Не знаю, возможно. Ну нет, тут есть стоит таймер, соответственно, он будет обновляться каждый день. Не будет. Нет, здесь вот написано, лимит покупок накапливается до воскресенья сверху. Значит, за 1 неделю у вас будет накапливаться. Если вы сегодня не возьмете эти 3 пакета, то завтра у вас будет доступно 6 пакетов. И так далее. Награды здесь, в принципе, тоже стандартные. Здесь у нас скины зверей. Соответственно, во всех пакетах одинаково можно выбрать себе какой-то скин зверя и его дособрать. Кроме того, у нас уже был такой ивент, когда мы переворачивали карты. Обратите внимание, здесь изначально надо выбрать себе тоже награды. То есть тут выбирается либо из областей, либо из славы, скин замка разные и, соответственно, фрагменты зверей тоже. Можно везде поставить розы, как бы это тоже как вариант. Ну и, соответственно, у нас работает как переворачиваем одну карту, 3 карты точнее, вот они у нас появились, и потом у нас еще за 2 шанса есть перевернуть 4 карты. Переворачиваем, соответственно, эти 4 карты. Вот у меня выпало 3 одинаковых карты, и я получила свою награду. В целом, интересно, если каждый день делать вот это вот по 3 штучки, да, 2 раза. Первый раз бесплатно, и первый раз, точнее, за 1 сферу, и второй раз за 2 сферы. Здесь у нас ежедневные пакеты, которые обновляются, тоже можно выбирать как бы свои награды, которые вы здесь покупаете. Что актуально, есть тут руда, то есть можно брать руду. Ну, не сказать, что это самая выгодная покупка, но тем не менее, если кому-то нужно там чуть-чуть добрать, то можно добрать. Но лучше собирать как бы на карте. Это что касается второго события, которое запустили у нас. Ничего нового нету, как бы интересно вот первые эти покупки на камни талантов, ну и, соответственно, дальше уже каждый там посмотрит, кому что и на что хватит. Следующее, что у нас запустили, это испытание воина. Нам вернули сокровища, вот я их еще специально не брала, чтобы показать. Обещали повысить награды, но уменьшили. Поддержка пишет, что теперь мы выбираем сразу 2 пропуска, то есть там, например, сокровище и боевую машину, вот как я буду выбирать. И, соответственно, вы получаете сейчас за месяц больше, чем раньше. Поэтому вот они так сбалансировали награды за испытание воина. Я рекомендую, конечно же, всем написать в поддержку и как бы сказать, что неправильно это, верните, как у нас было. Потому что уменьшили в 3 раза награды, в 4 раза награду, то есть очень сильно порезали. Ну и, соответственно, вы выбираете себе 2 типа наград на месяц. Все остальные, в принципе, вы уже видели, базовые звери и так далее в прошлом видео от Марка. Сейчас как бы вот чисто сокровища новые добавили и подтверждаем. Соответственно, мне лично в прошлый раз, в прошлом испытании, которое было, хватило открыть пропуск здесь, ну, то есть на первой карте, и открыть пропуск на второй карте для того, чтобы закрыть полностью 70 уровней. Это с учетом того, что я выполняла все задания абсолютно, ежедневно, еженедельные, абсолютно все подряд задания выполняла. Вот мне хватило закрыть там даже 74 уровня, мне тогда получилось. То есть за 20 баксов вполне реально взять абсолютно все эти награды. Не знаю, поменяли ли это на этот раз, надеюсь, что нет, как бы планирую опять-таки снова закрыть это все, получить. В целом оно того стоит, по крайней мере, по машинам. По машинам прям хорошо идет. По сокровищам, к сожалению, урезали награды, но если пропуск брать, то тоже выглядит неплохо, но хотелось бы лучше. Также у нас в обновлении обещали, что убрали условия элитного пропуска для некоторых итемов. Ну и, собственно, убрали для тех, для которых раньше и не требовалось. Соответственно, для вот этих шильдиков у нас требовалось, для них оставили опять-таки условия элитного пропуска. Для, например, шильдика развития нам не нужно было элитный пропуск, и его, собственно, и убрали. Вот такие вот у нас изменения произошли. И, в принципе, больше ничего добавить по этому нету. Всем спасибо за просмотр и удачи вам в этих событиях.